Чем покрасить сруб бани снаружи? Обзор современных лакокрасочных материалов. Натуральный сруб замечательно сохраняет тепло бани, придает неповторимую атмосферу уюта и близости к природе. Именно баня из сруба больше всего наполнена духом настоящей русской парной. Именно такой, которую строили в деревнях и городах на Руси. И какую возвел себе на берегу французской реки особый ценитель пара Петр I. Но такую баню важно правильно заготовить, построить и покрыть защитным составом для ее же долговечности. Но чем покрасить сруб бани снаружи? И все ли краски подходят для этого? Вот сейчас с этим мы и разберемся. Многолетний опыт или современные технологии? В новом тысячелетии человечество стало особенно заботиться об экологичности своей жизни, вспоминать мудрость веков и традиции своего народа. Так какой отдушиной для русского народа стала баня? Теперь едва ли не каждый второй дачник пытается соорудить хоть небольшую, но собственную парную. Да что там говорить, самые богатые ландшафтные дизайнеры украшают бревенчатые бани в русском стиле. Но как изменилась со временем начинка такой парной? Как и потерпели перемены некоторые нюансы ее строительства? А если оставить без покраски? Сегодня немало банщиков оставляют стены из бревен бани открытыми с внутренней и наружной стороны, задавая уже ставшим риторический вопрос. Зачем строить баню из экологически чистого материала, живого и дышащего дерева, и затем закрывать ее химической пленкой, алюминиевой фольгой и ядовитыми пропитками со стороны улицы? Поэтому самые ревностные приверженцы истинной парной не используют ни пароизоляцию, ни краску, как это делали на Руси во все времена. Когда бани топили, сруб как губка впитывал в себя влагу и также легко ее отдавал. Конечно, такие бани служили не больше 50 лет, так как становились слишком сухими и не пожаробезопасными. И уже на месте их пепелища строилась крепкая новая парная, что было вполне привычным делом. Вы удивитесь, но такая практика существует до сих пор. Правда, с одним «но». Истинно русскую баню вам придется топить все той же русской печью, по-черному. Потому что только дым от нее, который быстро коптил новую баню изнутри, способен обеззаразить ее стены от вездесущего грибка. Почему не подходит любая краска или лак? Приведем хороший пример. Современный рынок просто изобилует материалами для отделки бруса снаружи, как по методу действия, так и по цвету с фактурой. А ведь еще относительно недавно, в советские времена, большинство деревянных построек покрывались обыкновенной масляной краской. Дешево и сердито, как говорится, и богатая палитра оттенков. Поэтому многие начинающие банщики сегодня задумываются, зачем тратиться на более дорогую краску, если можно использовать ту же масляную. Беда в том, что дерево под такой краской не дышит, и водяной пар из парилки так и остается в стенах. В итоге в таком срубе легко заводятся древесные насекомые, плесень и гниль. Как результат, у совсем новой бани поверх эффектного оттенка проступает сероватый налет, не говоря уже о внутреннем разрушении самих стен. Ведь даже те современные бани, которые изнутри закрываются целым пирогом влагой и пароизоляции, на все 100% не могут быть защищены от водяных паров. Посмотрите, какие цифры указывают производители обычных пароизоляционных пленок, которые задерживают водяные пары только на 75-80%. Даже дорогие мембраны выполняют свою работу всего на 95-97%. Поэтому крайне важно, чтобы краска или пропитка для бруса были универсальной и выполняла все свои важные функции. Виды современных материалов для наружной покраски сруба. Всего для покраски сруба бани используют два вида состава – пропиточные и пленочные. Пропиточные составы для глубокого проникновения. Пропиточные составы проникают вглубь древесины на 3-5 мм. Для бани они бывают таких видов: огнезащитные, антисептические, декоративно-антисептические. Последние не только выполняют свою основную функцию, но и выгодно поддерживают текстуру дерева. Пленочные составы для образования тонкой защиты. Насколько краска или пропитка окажется хорошей для вашей бани, зависит от ее химического состава. Так главную роль играют пленкообразующие связующие вещества, которые после высыхания образуют хорошую гидрозащиту для сруба
и в то же время выпускает из него накопившуюся внутри влагу. Акриловые краски хороши для бани тем, что не забивают собой поры древесины, а потому позволяют брусу дышать, а силиконовые краски лучше всех защищают сруб бани от атмосферной влаги и отличаются самоочищающими свойствами. Поэтому для вас может быть важен этот момент. Дело в том, что немало современных частных бань находится достаточно близко к промышленной зоне или трассе, и уже через несколько месяцев начинает сереть, а краски на силиконовой основе хороши тем, что грязь на них смывается первым же дождем. Неплохо выталкивают из себя грязь также акриловые краски. А еще, в отличие от акриловых полимеров, эти краски не термопластичны, в жару нагреваться не будут, и при этом силиконовые краски как раз паропроницаемы, что также хорошо. Такие краски замечательно держатся даже на старом брусе. Но обратите внимание, что краски на акриловой основе могут быть как органорастворимыми, так и водорастворимыми. В силикатной краске в качестве связующего вещества используется силикат калия. Это жидкое стекло. Правда, здесь ограничена палитра цветов. Второй момент – наносить их довольно сложно. Важные пункты выбора состава для бани. Как вы уже поняли, простые масляные краски для отделки бани из сруба сегодня уже не применяются. Их успешно заменили более толковые составы, 2 в 1, где сочетается и защита, и декоративный эффект. Гарантия долговечности стен, паронепроницаемость. Самый важный параметр краски для стен бани из сруба – это паронепроницаемость. Ведь чем плотнее будет внешняя оболочка стены, тем больше под ней будет скапливаться водяной пар. Это плохо не только для бревен. Сама краска начнет постепенно отслаиваться от основания. А ведь мы говорили о бане, где давление пара вообще высоко. Вы не найдете одного единого способа указания паронепроницаемости у разных производителей. Но чаще всего отмечается, сколько грамм воды способно проникнуть через краску в течение суток, через 1 квадратный метр. Чем больше эта величина, тем более паронепроницаема краска. Ориентируйтесь на хорошие значения – 130 грамм на квадратный метр за 24 часа. В других случаях вы встретите коэффициент SD. Чем меньше, тем больше проницаемость. Самые лучшие краски для бани идут со значением 0,05. И, наконец, третий коэффициент – это диффузное сопротивление. Чем ближе ее значение 1400-1500, тем больше паронепроницаемость краски. Также для бани крайне важно, чтобы эта дышащая пленка обладала высокой адгезией к подложке, то есть хорошо держалась на стенах бани. Основа – органическая или водная. Второй важный компонент – это растворитель краски. В основном их существует 2 вида – органические растворители и на водной основе, как более экологичные. Органические растворители чаще всего сегодня используют White Spirit, образуют самую плотную пленку, которая почти не пропускает водяной пар. Это достаточно безопасные в пожарном отношении краски, атмосферостойкие и замечательно ведут себя при низких температурах. Но из-за своей низкой паронепроницаемости такие краски нельзя использовать для наружной отделки бани из сруба. Правда, в качестве исключения среди органических растворителей выделим полиэтиловые смолы, которые наиболее паронепроницающие. Водно-дисперсионные краски отличаются тем, что в их составе пленкообразователи мельчайшие частицы в воде. Такие краски куда более экологичные, ведь в них вместо горючих веществ используется обычный H2O. И такие краски в свою очередь делятся еще на виды: водоэмульсионные, вододисперсионные, эмульсионные и латексные. Краски на минеральной основе, которые изготавливаются на основе неорганических вяжущих веществ, жидкое стекло, известь и цемент. И вот почти не дышащую пленку, подобную масляной, образуют также эмалевые краски. Их для покраски сруба бани использовать нельзя. Эта краска обладает почти нулевой паронепроницаемостью, поэтому для бруса она не подходит совсем. Так, худшее зло для сруба бани – эмаль PF115.
Она не только закрашивает текстуру дерева, но и позволяет ему разрушать изнутри. Также не подходят для окрашивания бани из сруба современные синтетические краски, которые изготавливают на основе синтетических составляющих. В них содержится слишком много канцерогенов, которые не только не дают срубу дышать, но и нарушают экологичность и само понятие русской парной. Изоляционные функции – водонепроницаемость. Обратим ваше внимание также на такой параметр краски, как водонепроницаемость. Обращенная сторона должна обладать низкой адсорбирующей способностью, то есть не позволять фасаду слишком мокнуть и загрязняться. Ведь чем больше будет грязи на поверхности сруба, тем легче влаге будет проникнуть в микротрещины и наделать дел. А понять, какую именно абсорбционную способность имеет краска, вам поможет коэффициент влагопоглощения. У красок с низким коэффициентом поглощения это значение около 0,05, хотя этот параметр может быть прописан в процентах для массы и объема, обратите внимание. Но сырой сруб лучше покрыть временным антисептиком бесплотной влагозащитной пленки и колеровать его для защиты от ультрафиолетовых лучей. Например, не образует пленки Tikkurila Volticolor, а вот Tikkurila Volticolor Satin образует пленку. Вот почему так важно читать этикетку на банке с краской. Ведь на практике краски способны вести себя по-разному и не всегда давать нужный декоративный эффект и хотя бы равномерную окраску. Здесь есть свои нюансы. Защита декоративных качеств и стираемость. Бревна в стене бани имеют такую форму, которая легко накапливает в себе пыль. Поэтому очень важно, чтобы их хорошо смывали дожди. Еще один момент. Параметры стирания, тем дольше прослужит красочный слой. Обычно производитель указывает результаты лабораторных испытаний. 5000 – это хороший результат. Окраски с самым высоким показателем стираемости вы сможете использовать для зоны высокой нагрузки. Но для покраски пола веранды вам понадобится террасная краска, которую несложно подобрать в тот же тон, что и стены. Сохранение цвета, устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Солнце – это друг и враг для бани из бруса. С одной стороны, она не позволяет размножаться грибку благодаря просушиванию, с другой стороны, выжигает и меняет ее цвет краски, не говоря уже о незащищенной древесине. Поэтому еще один важный параметр краски для бани из бруса – это стойкость к воздействию солнечных лучей. И самыми стойкими назовем акриловые, полимер-кремниевые и акриловые силиконовые краски. Ведь важно, чтобы и со временем шикарная баня сохраняла свой внешний вид. К слову, если вы не хотите, чтобы со временем сруб бани сильно потемнел, не используйте краску, в которой входит льняное масло. Ведь такое масло – чисто органическое соединение, которое так любят все разновидности грибка. А когда грибок выползет на поверхность древесины, стены станут темно-коричневыми или черными, особенно там, где они не защищены от солнечных лучей. И это совсем не декоративный эффект. Ценные советы по покраске сруба бани. Подведем итог. Главная цель современных красок для бруса – защищать древесину от синевы, грибка, плесени, ультрафиолетовых лучей и любых других атмосферных явлений. Но чтобы защитное покрытие бруса справлялось со своей работой на все 100%, вы должны все сделать правильно. Совет номер 1. Покрасьте сруб бани самостоятельно. Если вы берете за покраску сруба своими руками, то выигрываете массу преимуществ. Ведь судить о качестве работы бригады только лишь по внешнему виду бани довольно сложно, а их главная задача – создать готовый красивый объект. И, к сожалению, нередко рабочие оставляют незаметные небольшие пробелы в обработке сруба снаружи. Эти места со временем становятся источником таких проблем, как гниль, плесень и разрушение стен бани изнутри. Совет номер 2. Правильно подготовьте сруб к окрашиванию. Первым делом важно правильно подготовить поверхность сруб к окрашиванию. Для этого нужно убрать всю пыль и посторонний мусор, желательно хорошо промыть стены бани водой при помощи шланга и жесткой щетки.
затем хорошо высушить. По необходимости иногда есть смысл провести серьезную шлифовку. Если вы заметили на этом этапе какие-то поражения, обработайте их отбеливающим составом Woodmaster Iney, а для трещин и небольших дефектов больше подойдет Eurotex. Совет: если вы заметили на бревнах новой бани следы плесени, перед покраской желательно проконсультироваться с микологом. Это все-таки безобидная плесень или же настоящий разрушитель. Кроме стандартной очистки и шлифовки сруба, вам нужно позаботиться о его защите. Если вы не уверены в качестве привезенного бруса, не обходитесь стандартным антисептиком. Лучше используйте средство Language, которое убивает все споры, а в качестве финишного покрытия выбирайте фунгицид, который поможет предотвратить появление водорослей и плесени на поверхности. В крайних случаях нужно хорошо очистить стены и нанести прозрачный слой Log Wash Advance. Совет номер 3. Торцы покрасьте известью или современным аналогом. Это делается для того, чтобы заставить водяной пар перемещаться по бревну через торцы. Это естественный и природный процесс, который возникает из-за разницы температур помещений и на улице. И здесь парилка в основной группе риска. Совет номер 4. Не оставляйте пропусков. В процессе покраски бани важно следить за отсутствием незащищенных пропусков, которые легко становятся причиной многих проблем. Поэтому добавьте в бесцветный антисептик сигнальный колер, а затем оставьте сохнуть на 3 дня. В период без дождей, чтобы активные вещества зафиксировались в древесине и был достигнут эффект. Совет номер 5. Выберите самую красивую краску. Современные производители предлагают не только составы, которые просто окрашивают подложку и прячут естественный природный рисунок дерева. Сегодня в моде декоративные текстурные краски для бани из сруба, которые не только сохраняют древесину от атмосферных явлений, но и подчеркивают ее красивую текстуру и обладают дополнительными ценными функциями. Внешний вид бани должен радовать глаз и согревать душу.